Привет, друзья! В этом видео я покажу, как приготовить ханум – потрясающее блюдо народов Средней Азии, также известное под названием как ленивые манты. Это блюдо прекрасно не только собственным вкусом, но и относительной простотой своего приготовления. Как и у всех народных блюд, у ханума множество вариантов, начинок, форм и размеров. В этом видео я поделюсь своим любимым рецептом в виде рулета ханум с мясом и картошкой. И начинаю я с замешивания теста. Тесто само по себе очень простое. В его составе только мука, вода, немного соли, растительного масла и куриное яйцо. Необходимо все замешать до состояния, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Количество воды может варьироваться, даже если использовать муку одного и того же сорта и одного и того же производителя. Как у меня сейчас, ее чуть-чуть не хватило. Лучше добавьте сразу чуть-чуть меньше воды, а потом по необходимости добавьте еще. Далее из теста формируем комок, заворачиваем его в пищевую пленку и откладываем в сторону хотя бы на час. Для начинки я беру мелко нарезанный лук. Подсказка на видео по нарезке лука будет сейчас вот в уголочке. Также мелко нарезаю картофель и говядину и немного жирной свинины. Одним из секретов вкуса в этом блюде является нарезка мяса. При использовании мясорубки мясо сильно сжимается и выпускает много сока. Также фарш становится сильно липким и однородным. Для измельчения мяса лично я рекомендую использовать нож. Также можно использовать мясорубку, если мясо пропускать через нее слегка подмороженным. Тогда все соки в замерзшем состоянии не будут выходить с мясом, и мясо получится не таким липким, сохранившим все свои соки. Теперь необходимо смешать все ингредиенты. К основным ингредиентам я добавляю немного воды с разбавленной в ней солью. Так лучше соль разойдется и впитается в мясо. И по итогу начинка получится вкуснее и сочнее. Специи. В классическом варианте всегда используют дзиру. Я же сейчас использую молотый перец и немного сладкой копченой паприки. И немного ароматного оливкового масла. Оно всегда очень хорошо дополняет вкус говядины. Теперь надо все хорошенько перемешать, так чтобы вся жидкость впиталась в мясо. В процессе жидкости может стать немного больше. Это сок с лука и картофеля. Размешиваем до тех пор, пока этот сок также не впитается в мясо. Как вся жидкость впиталась, начинку рекомендую оставить в сторону хотя бы на полчасика. Так мясо пропаринуется и все вкусы разойдутся по всей начинке равномерно. После отстойки тесто стало мягким и эластичным. Камера этого не передает, но здесь все равно остались вкрапления не разошедшейся воды в муке. Поэтому я рекомендую тесто вымешать еще пару минут. Теперь раскатайте тесто в тонкую лепешку. И выложите начинку ровным тонким слоем, отступая примерно по сантиметру с 3 сторон. Далее смочите края лепешки и сверните рулет. Теперь хамон выложите аккуратно на ярус проварки, предварительно смазав ее маслом. Для пущего эффекта рекомендую использовать силиконовые коврики, так точно ничего не прилипнет. И варите 40 минут при постоянном кипении воды. Блюдо получается вкусным и сочным, с нежным мясом и очень тонким, почти тающим и прозрачным тестом. Приятного аппетита! Если понравился рецепт, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, делитесь вашим опытом.